Привет, друг, с тобой Глебовский. Снова добро пожаловать на мою главную рубрику, блог. Будут самые разные темы, по классике, по традиции, как я веду. Давайте приступим. Могу сказать, что у меня в последнее время идет самообучение в области видеомонтажа, цветокоррекции, немножко даже где-то в графику. То есть я самообучаюсь как потенциальный специалист в области. Отдельно стараюсь при этом находить всякие работенки по фрилансу. Помимо основной работы, мне платят МРОТ, то есть это минимальная оплата труда. И, в принципе, у меня это неплохо получается. Правда, с поиском дополнительных работ более сложная ситуация. Но об этом, наверное, как-нибудь потом. Канал, как вы видите, я веду успешно, уверенно. Особенно, пожалуй, здесь стоит отметить ситуацию, связанную с новой рубрикой, которая называется U-Records. Это, по сути, некоторое переосмысление моей рубрики, посвященной Twitch. Но это не стримы, во-первых, а просто формат записи игры без стримов. Во-вторых, я решил вместе с этим совместить формат записи не просто игр, а конкретно небольших каких-то, даже инди-игр, и чтобы они были, достаточно компактные в плане прохождения, чтобы не затягивать. То есть, скорее, больше на пробу, чем для полноценной игры, имеется в виду. Поэтому вот такая вот суть U-Records. И я считаю, это, в принципе, очень круто. Это помогает мне получать новые впечатления и не заморачиваться ни над настройкой стримов, ни над тем, чтобы взять какую-то игру, вот знаете, на уровне, условно, Deus Ex, какую-то крупную, хорошую, пускай игру, на которой приходится много тратить времени, ресурсов, где-то опыта. Это более затратно, чем U-Records. Но я не планирую Twitch забрасывать. У меня все-таки Deus Ex не до конца пройден. В данном случае у меня повторное прохождение, напомню, что я давно уже проходил. В общем, пытаюсь как-то вот все спланировать так, чтобы вернуться снова в Deus Ex, но пока у меня немножко переключился на такие рубрики, как U-Records. При этом это ни в коем случае не мешает геймер-стафу, который хотя бы периодически у меня выходит. И вот как раз по поводу Deus Ex мне виднее пока его монтировать на основе того, что вот я записывал первые вот эти 10 стримов, все 10 стримов, которые у меня есть по Deus Ex Human Revolution, их как-то вот периодически, спокойно, не спеша монтировать. Что по поводу того, что дальше, в принципе, по жизни у меня? Как обычно, по-прежнему стараюсь окончательно ликвидировать. Уже процесс официально пошел, там есть некоторые нюансы бюрократические, да, но у меня это понемногу все налаживается. Еще активнее стал увеличиваться дерматита, уколы делаю себе. Лицо становится от этого чище, но в любом случае пока еще на той же диете. Для меня это не проблема, но такое неудобство. И уколы когда делать. То есть у меня все крутится вокруг вещей, таких как поиск работы, самообучение, вылечивание себя дерматита, ликвидация фирмы, погашение кредита, если я не говорил, да. У меня примерно все крутится вокруг таких вещей. Иногда я запарываюсь, местами ликвидировать не так просто, или там что-то можно было сдать немножко в другой форме, но живу, продолжаю решать свои какие-то повседневные задачи и планировать будущее, и жить настоящим. Добавок насчет моей деятельности как видеомонтажера, так же как саунд-дизайнера, композитора, я думаю немножечко эту тему связать с каналом, наверное, но это сложнее будет сделать, потому что такой комплексный момент. Могут не понять, поэтому это может быть, но скорее навряд ли. Но я об этом немножко думаю, создать отдельную даже рубрику, которая будет у меня немного связана с ВКонтакте, но ВКонтакте у меня там будет свое сообщество тогда, где я буду привлекать дополнительно всякие вот небольшие работенки или даже где-то рассказывать о своем опыте в медиаиндустрии. То есть это пока мысли, планы, но я просто даю прогнозы. Как прогноз погоды. Он может быть точно, может быть не до конца. Как всегда у меня. Но все имеет место быть в данном случае. Интересный момент. Я в свое время подумал о том, не попробовать ли мне начать снимать периодически какие-то короткометражные фильмы, такие немножко с философским подтекстом. У меня были такие мысли. В принципе, тоже может быть, но пока это не более чем на уровне мыслей. Осталось по традиции дать какие-то напутствия. Их будет несколько. Начну, пожалуй, с темы баланса между технологиями и жизнью. Баланс между технологиями и жизнью. Недавно у меня был случай, еще в начале прошлого месяца, почти месяц назад, можно сказать. У меня, по сути, я случайно сломал телефон свой. Его починили, благо, но дело не в этом. Дело в том, что эта ситуация на фоне каких вот эмоций у меня это все сложилось. О чем я? Да, я волновался, то, что случилось внезапно, было очень непривычно, но это еще вызвало дополнительный такой эффект у меня, ощущение фрустрации, что ли, да. То есть у меня был тогда телефон запасной временно, но все же я задумался о такой глобальной теме, о том, что люди, наверное, не везде
в наше время готовы в полной мере в какой-то момент жизни пожить без технологий. Для них жизнь воспринимается как-то вообще иначе. Вот я это на себя ощутил в данном случае, и местами очень болезненно. Ну, благо это отошло, но все равно это оставило мне пищу для размышлений. Почему я упомянул именно баланс? Потому что в наше информационное время, во времена технологий современных, очень важно не засиживаться за компьютерами, за смартфонами, да. Даже если наша рабочая жизнь с этим связана, почаще стараться как-то абстрагироваться по максимуму от технологий и чаще заниматься какими-то такими занятиями более живыми. Это не значит, что нужно там забрасывать на совсем технологии, конечно же, золотая середина. Не нужно бросать технологии в полной мере, но не нужно в них застревать. Тем более это может создавать такой психологический фактор привязанности. Некоторые могут меня даже понять в этом случае, возможно. Важен баланс. Об этом надо, по крайней мере, помнить. Как правильно жить? Часто люди говорят нам, как правильно жить. Прямо нам говорят, косвенно. Но в любом случае никто не знает друг для друга, как правильно жить. Люди знают лишь то, как правильнее жить, как лучше жить, но никогда не знают, как правильно и, в принципе, нужно жить для конкретного человека. Все относительно самого человека и его опыта. Все относительно тех или иных слоев общества. И самый главный вопрос то, что скажем мы себе самому, насколько правильно жить. Но, опять же, не будем забывать про мораль и этику, потому что это обеспечивает гарантию взаимной безопасности. Да, все-таки важно правильно жить, но мы должны прежде всего сами понимать стороны морали и этики. Мы должны думать своей головой, при этом понимать, что действительно благо, что зло. И таким образом, чтобы не мешать другим, по крайней мере, и чтобы другие не покушались на нашу жизнь, по сути. Все по-разному бывает, но как-то так. Насчет поиска вовне и снаружи. Бывает, что в жизни мы как бы занимаемся самокопанием или пытаемся в окружающей действительности понять, что к чему, и часто себя таким образом закапываем. Но при этом очень важно как бы смещать фокус. Например, если мы слишком сильно копаемся в себе, сместить фокус там, во внешнюю среду, ну или просто от тех мыслей, в которых мы копаемся, да, у себя. Или наоборот, если мы слишком отдаем себя вниманием на внешние вещи, лучше как бы поменьше уделять времени или побольше уделить время самому себе. То есть это как с прогулкой. Если часто сидеть, допустим, если слишком долго быть на улице, можно одичать. Если слишком долго сидеть дома, можно тоже одичать, просто как бы находясь в состоянии как бы вот, зверя в клетке. Но мы не звери в клетке, мы люди в домах. Мы можем выйти прогуляться. Это касается меня. Я склонен тоже к домоседству. Почаще находить какие-то активности. Хотя бы просто там побегать, походить. С самого простого начинать хотя бы, да? Последнее, наверное, напутствие, которое будет у меня, это мысль, которая некоторые немножко заставит задуматься. Не так страшно потерять человека, как потерять человека внутри себя. Ужасно, когда происходит какая-то внезапная трагедия с нашим близким человеком, любовью всей жизни. Это ужасно. Но если при этом мы теряем в себе самого человека, тем более если мы готовы пойти отмстить, мы как бы подвергаем себя еще большему риску, чем если мы просто потеряли кого-то. Если мы потеряли человека, да, мы потеряли часть жизни. Но если мы потеряем самих себя, в моральном смысле слова, по крайней мере, да, то это еще страшнее. Тогда нас уже практически ничто не спасет, только чудо. Да, поэтому прежде всего не опускаем руки. Как во время падения самолета, сначала помоги себе, сначала одень себе маску, а потом надевай дыхательные маски другим и спасай остальных сразу же. В общем, вот так я вот по сути живу сегодня, в последнее время. Как будет ситуация складываться с каналом? Я думаю, как бы, куда мне отходить? Я уже отошел, я занимаюсь так, как занимаюсь, то есть своим темпом. То есть сейчас, наверное, идет такой этап некоторой такой условной стабильности. Что будет дальше, посмотрим. Но для меня вести канал — это большая честь, а в последнее время я даже понял, что у меня есть какой-то кайф и кураж этим заниматься. Но все может быть, пока у меня есть возможность, силы, и я вас радую, себя тоже балую этим хобби. А на этом все. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока.